Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Как было сказано в предыдущем ролике, прежде чем перейти к нефти, газу, зерну, недвижимости и прочим активам, мы с вами подкорректируем прогноз по доллару к рублю. Нефть будем плотно разбирать в следующем ролике. Мы посмотрим доллар-рубль в связи с двумя факторами. Первый. В блогерской среде поднялся хайп по поводу девальвации рубля. И второй. Среднесрочно наступил момент, когда можно уточнить параметры среднесрочного прогноза доллар-рубль. По поводу первого есть поговорка. Если на обложке Уолл-стрит появился бык, что является символом роста рынка, то стоит посмотреть, а не появились ли признаки насыщения тенденции и не пора ли прикрыть часть длинных позиций. Что такое ор так называемых аналитиков в блогерской среде по поводу какого-либо якобы экстремального поведения рынков? Весь этот ор обычно это критика кого-нибудь. ЦБ, Минфина, президента, кого угодно, вплоть до Господа Бога. Во-первых, вся эта критика и обвинения – это поток эмоций и сожалений по поводу собственных ошибок в прогнозировании и по поводу упущенных возможностей. Почему это притягивает? Все очень просто. Эти так называемые гневные критики эксплуатируют, фигурально выражаясь, потребность сбиться в кучу перепуганного человеческого стада. Стадо в данном случае – это не попытка кого-то принизить или оскорбить. В данном случае я употребляю этот термин чисто в биологическом смысле. Человек – самое социальное животное. А самый первый прообраз общества – это стадо. Коллективное противостояние статистически имеет более высокие шансы на выживание. Именно поэтому условная стадность нашла свое отражение на уровне инстинктов и рефлексов. Так вот, все эти так называемые критики правдорубу всего лишь навсего манифестируют, что для них такое поведение рынков – неожиданность, и что они ничего такого не ожидали. Как правило, это констатация факта, абсурдный поиск виновных и пугалки в будущем. Друзья, в каком месте бы мы ни оказались, главная причина того, что мы именно в этом месте, это мы сами. Это всегда прямое следствие именно наших собственных действий и бездействий. А поскольку любому действию предшествует оценка и предположение, что является ничем иным, как прогнозом, то любой результат – это результат прогноза, плана действий и попытки реализации этого плана. Поэтому безопаснее и эффективнее при любом негативном результате искать ошибки именно в своих действиях, а не пытаться найти причину вне себя. Управлять внешним миром невозможно, поскольку для этого необходима энергия, сопоставимая с энергией этих процессов. Например, невозможно изменить направление или силу ветра, не затратив энергию, сопоставимую с той, которая явилась причиной этого ветра. Но ветер можно спрогнозировать, учесть в собственных действиях, например, укрыться от него. А вложить по поводу того, что дует ветер, и обвинять в этом солнце, океан, богов, во-первых, бесполезно, и поэтому, во-вторых, опасно. Поэтому, как только вы слышите от так называемых аналитиков гневные обвинения и глубокомысленные объяснения причин того, что уже произошло, то в лучшем случае это прогноз прошлого и попытка игры на старых данных. Пользы от этих стенаний никакой, только лишь ощущение ложной солидарности, возмущение непредвиденностью мира. Это не только бесполезная трата вашего времени, но и создание в вас подсознательного чувства ложной безопасности. Это чувство ложной безопасности создается через эффект замены. Делать прогноз и нести ответственность за действие, которое он повлек, сложно. Гораздо проще констатировать то, что что-то уже произошло, и искать виновных в этом. Но толку от этого никакого. Это находит свое отражение в принципе неопределенности Гейзенберга и Чернышевского, который заключается в том, что невозможно одновременно ответить на вопросы, кто виноват и что делать. Потому что вопрос, кто виноват, направлен в прошлое и требует анализа, расхождений. А вопрос, что делать, направлен в будущее и требует прогноза и плана действий.
Поэтому прежде чем перейти к корректировке прогноза сценариев поведения доллара к рублю, сначала глянем на то, как выполнился наш с вами прогноз трехмесячной давности, который мы с вами делали в мае. Мы его делали в ролике «Доллар-рубль, золото-нефть. Прогноз на 2-3 месяца и 2-3 квартала. Мая 2023 года». Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. Это график доллара к рублю в том виде, в котором мы с вами его смотрели в майском ролике. Здесь он заканчивается 18 мая, то есть вот здесь вот примерно, когда мы с вами делали прогноз. Напомню, что, как обычно, все графики, используемые в ролике, есть в публикации на Дзене. Ссылка на эту публикацию под этим роликом. Делать подробный детальный анализ всех возможных сценариев и критериев их выполнения, рассмотренных нами тогда, я не буду, это незачем. Основным нашим прогнозом был сценарий достижения долларом зоны 93-97, то есть примерно вот этого места. В случае пробоя максимума апреля 83-50, то есть вот этого места. На неделе 12-16 июня этот критерий был выполнен, и доллар аккуратно перешел в прогнозируемый нами диапазон. Примерно как-то вот так вот это произошло. Обратите внимание на то, что тело месячной свечи, вот она, почти полностью находится в спрогнозированном диапазоне. И обратите внимание, я потом, когда переходить к неделям, буду уже возвращаться в месячный график, не буду. Августовская свеча – это падающая свеча. Я пока ее комментировать не буду, просто этот факт запомните. И у нижней границы 93, вот здесь, была сформирована фигура двоякой трактовки. Либо как фигура продолжения, либо как фигура разворота. Она хорошо видна в днях. Мы в днях ее смотреть не будем, так как примерно вот так она выглядела в неделях. Вот она, эта фигура. То есть она могла трактоваться и как фигура продолжения, когда вот эти три свечи рассматривать, либо как фигура разворота, если рассматривать вот эту свечу и вот эти три свечи вместе с ней. На неделе 1-4 августа, вот она, эта фигура была разрешена вверх как фигура продолжения. И доллар перешел к консолидации вблизи уровня 97, то есть вот здесь. Это верхний уровень диапазона 93-97, то есть вот этого диапазона, спрогнозированного нами тогда. Помимо ценового поведения доллара, тогда мы с вами также прогнозировали поднятие градуса блажи среди псевдоаналитиков дозаоблачных небес. Блажь, виск и обвинение ЦБ во всех смертных грехах тоже налицо. Но еще раз подчеркиваю и обозначаю свою позицию. ЦБ действует в тех условиях и теми инструментами, которые ему сейчас доступны. А во-вторых, на мой взгляд, его действия нельзя рассматривать только в контексте краткосрочной конъюнктуры внутреннего денежного рынка. По всей видимости, он еще решает долгосрочную задачу – отрыва динамики доллара к рублю от динамики золота к рублю. То есть стремится к тому, чтобы динамика золота-доллар приобрела более самостоятельную роль. Во-вторых, он может создавать условия для национализации украденной приватизаторами собственности страны, то есть нашей с вами, по приемлемым, то есть по околоприватизационным ценам. Сейчас для этого есть все условия. И все может произойти законно, ну типа рыночек порешал. Для отрыва рубля от доллара и привязки его к золоту в настоящих условиях необходим упреждающий дифференциал ставок по рублю и доллару, что ЦБ и делает. Но с учетом того, что ФРС может в сентябре поднять ставку выше ожидаемых 0,25 или 0,5, наш ЦБ заведомо приподнял ее повыше. И может быть еще придется приподнять, если ФРС поднимет ее слишком высоко. Помимо этого еще есть достаточно серьезный риск срыва многих валют к доллару в падение. Ну то есть такие штопоры сильные.
Это тоже будет достаточно беспокойно для рынков. В том числе и для этого необходимо упреждающим образом поднимать ставку по рублю. Дифференциал ставок сейчас необходим для того, чтобы оторвать рубль от доллара и постепенно связывать его с золотом. Именно это и будет настоящей суверенизацией нашей финансовой системы. Последний раз перепривязку рубля от доллара к золоту в конце 40-х годов делал Сталин, вследствие чего, похоже, вскоре и скончался через несколько лет. Поэтому действия нашего ЦБ сейчас это та же война, что и СВО, с теми же рисками. И краткосрочные потери внутренней экономики от повышенной ставки необходимо воспринимать как вынужденные боевые потери. А блажь блогеров и некоторых псевдоаналитиков можно рассматривать либо как паникерство в боевых условиях, либо как диверсию в пользу противника, типа что-то вроде дискредитации армии. На самом деле в условиях начала выработки условия создания валюты БРИКС действия ЦБ не всегда можно будет объяснять только с точки зрения внутреннего рублевого рынка. Впереди еще борьба за привязку нефти и газа к одной или нескольким конкурирующим валютам, борьба за формирование главного рынка золота и много еще чего. Переходим к корректировке прогноза. Сильно погружаться во взаимосвязь краткосрочного прогноза со сценариями долгосрочного прогноза я не буду. Коротко это можно глянуть в ролике предыдущего майского прогноза или более полно в роликах долгосрочного прогноза. Ссылка на них сейчас на экране и под этим видео в его описании. Отмечу лишь, что до тех пор, пока мы находимся в диапазоне 2022 года, то есть вот в этом диапазоне во всем, мы не можем выделить синий или зеленый долгосрочный сценарий. На языке классического анализа фигура, которая сформирована долларом в середине августа, вот это вот, это классический ярко выраженный флаг или фигура разворота. В недельных данных это две следующие друг за другом падающие звезды. Раз, два. Помимо этого, падающая звезда также сформировалась в месяцах. Мы ее отмечали на месячном графике. В силу некоторых иных факторов она не очень рабочая для открытия коротких позиций, но вполне пригодна для закрытия длинных недельных и дневных позиций в случае ее пробоя вниз. Здесь я сделаю небольшое теоретическое замечание технического анализа. Появление фигуры, паттерна или комбинации свечей с определенной трактовкой и в необходимом контексте не означает немедленного разворота рынка или продолжения его в старом направлении. Любая из упомянутых конструкций становится действенной только в том случае, если она разрешена пробоем в соответствующем направлении, в соответствии с ее правилами. Это самый важный момент. До момента пробития любая фигура, паттерн или комбинация свечей являются только условным предположением о дальнейшем характере движения рынка. Я акцентирую ваше внимание на этом, поскольку эта ошибка часто происходит у начинающих аналитиков. То есть, например, делается вывод о развороте рынка только вследствие появления фигуры разворота. Это в корне неверно. Вероятность разворота, подчеркиваю, вероятность разворота не увеличится до тех пор, пока фигура или иная конструкция не будет пробита в соответствующем направлении. В нашем случае, если очень консервативно, то за такой уровень можно принять минимум недели 14-18 августа. То есть вот этот вот минимум. 92,54. Если этот уровень будет пробит, то увеличится вероятность начала коррекции доллара вниз. То есть пробой этого уровня, дальше вероятность коррекции. Диапазон недель 14, 18 и 21, 25 августа, то есть вот этих двух недель, это 92,50 и 102,47. Это зона разделения сценариев. Если этот диапазон будет пробит вверх, то доллар приподнимется к новой зоне консолидации. Вот примерно вот сюда. 105 плюс-минус 3 рубля. Примерно вот в этой зоне. Либо если этот диапазон будет пробит вниз, то начнется коррекция доллара вниз. Второй сценарий более вероятен. Но даже если произойдет пробой этого диапазона вверх, наиболее вероятно, что там сформируется фигура разворота вниз. То есть вот в этой зоне примерно.
И этот разворот произойдет, если эта фигура будет пробита вниз. Несмотря на то, что пробой зоны разделения сценариев вниз более вероятен, то есть вот этот сценарий вот сюда, чисто эстетически очень хочется, чтобы пробой произошел вверх, и доллар начал консолидироваться в районе уровня 105, где-то вот здесь вот. Тогда большинство хайперов от рынка зайдутся в такой подучий, что можно будет даже потратить пару минут и глянуть на их ролики. Я не пытаюсь издеваться над теми, кто искренне не понимает и заблуждается, не находя в себе сил спокойно воспринимать то, что происходит. Но, может быть, я издеваюсь и пытаюсь по возможности нивелировать деятельность тех, кто действует намеренно, а иногда и за деньги в интересах противника с целью дестабилизации военно-финансовой ситуации в стране и создания паники. Но в первую очередь, говоря об этом шутя, я в большей степени адресую это вам, друзья. Для того, чтобы вы воспринимали все, что происходит, спокойно и с некоторой долей иронии. Поверьте, произойти вокруг нас может все, что угодно. Но только в том случае, если вы понимаете и всегда готовы любое событие оценить с точки зрения отклонения от наиболее вероятного сценария и возврата к нему, ничто и никогда не застигнет вас врасплох. Переходим к рассмотрению наиболее вероятного сценария поведения доллара, то есть к сценарию коррекции вниз. Как уже было сказано ранее, критерием, запускающим этот сценарий, является пробой вниз уровня 92.54, вот здесь. В случае пробоя вниз этого уровня наиболее вероятно начало коррекции волны, начавшейся в начале июня, вот здесь вот, 2022 года, и предположительно завершившейся в конце августа 2023 года. Наиболее вероятный тип коррекции – зигзаг. Ожидаемые мной параметры зигзага – это волна А, текущее значение уровень 84 плюс-минус 2,5 рубля, то есть примерно вот сюда. Волна Б, диапазон 84 рубля плюс-минус 2,5 рубля, примерно до 90, плюс-минус 2,5 рубля, то есть примерно вот в эту вот область. И волна С, диапазон 90 плюс-минус 2,5 рубля, примерно в область 70 рублей, плюс-минус 3 рубля, то есть примерно вот сюда. Более точно и с более высокой вероятностью параметры коррекции в случае ее начала можно будет определить после формирования волн А и Б, то есть после вот этого вот зигзага, вот такого. Подчеркиваю, что этот сценарий начнет реализовываться только в случае, если будет пробит вниз уровень 92.54, то есть вот это место. В этом случае наиболее вероятный срок окончания коррекции – конец октября, начало ноября 2023 года. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее вероятные сценарии, то есть вот здесь красная линия пунктирная проведена, когда это примерно закончится. Обращаю ваше внимание на то, что наиболее вероятные сценарии поведения доллара и золота к рублю несколько отличаются. Если для доллара наиболее вероятный сценарий зигзаг, то есть вот так и вот так, примерно вот сюда, вот в это вот место. И наибольшая вероятность этого зигзага определяется тем, что это ожидаемая коррекция, скорее всего, четвертая волна. Вот она обозначена циферкой 4. От первой и второй волн вот, июля-сентября 2022 года. А движение сентябрь 2022 по август 2023 в этом построении тогда третья волна. Вот она обозначена. Или маленькая волна С. Во всей коррективной волне с конца 2022 года, то есть вот отсюда, с сентября по август 2023 года, из зеленого долгосрочного сценария. При этом вторая волна, вот эта, вот она, не обозначена, только первая обозначена, вторая вот эта вот волна, более близка к плоской трактовке. Именно поэтому предполагаемая четвертая волна, то есть вот эта, наиболее вероятно будет зигзагом. В противоположность этому для золота мы имеем
более вероятным несколько иной сценарий. Это золото к рублю в неделях с начала 2022 года, вот отсюда, по настоящее время. В отличие от доллара, в золоте к рублю, в отличие от доллара, в золоте к рублю наиболее вероятно, что третья волна от первой и второй волн, вот эта вот третья волна, пока еще не до конца сформирована. И с наибольшей вероятностью мы ожидаем еще одного максимума в районе 6300. Примерно вот здесь вот где-то. Я полагаю. Вот в этом месте. Подробно не останавливаюсь на этом. Если не смотрели или подзабыли, смотрите ролик часть 4 «Золото, доллар, рубль. Объединенный состав портфеля. Август 2023 года». Ссылка на него сейчас на экране и под этим видео. Поскольку вторая волна в золоте к рублю, то есть вот это вот, у нас ближе к зигзагу, вот она, то ожидаемая четвертая волна после окончательного формирования третьей, то есть вот этой вот волны, то есть вот эта четвертая волна, с наибольшей вероятностью будет плоской волной, а не зигзагом, как мы ожидаем в долларе к рублю. Что это означает? Во-первых, если сценарий коррекции золота и доллара к рублю будут развиваться примерно так, как мы предполагаем, то с учетом того, что мы ожидаем в горизонте нескольких кварталов коррекцию золота в область 4200, вот сюда вот примерно, плюс-минус 200 рублей, и это будет не зигзаг, а плоская волна, то наиболее вероятно, что для золота это будет период очень широких колебаний в диапазоне примерно 4200-5000 рублей, то есть примерно вот так вот. А для доллара с наибольшей вероятностью это будет преимущественно движение вниз. То есть это в основном движение вниз будет вот такое, поскольку это зигзаг. Поэтому курс золота к доллару, по крайней мере, с началом коррекции в долларе к рублю с наибольшей вероятностью будет растущим. То есть такое взаимное поведение золота к рублю и доллара к рублю будет говорить в пользу того, что золото к доллару должно расти. Ну, понятно, золото как бы стоит на месте, а доллар как бы падает. Поэтому золото как бы хочет больше в долларе расти. Это, в свою очередь, будет не единственным, но дополнительным фактором, вынуждающим ФРС поднимать ставку, что крайне нежелательно в нынешних условиях для Штатов. При этом, заметьте, влиять на курс золота к рублю ЦБ может достаточно уверенно через прямые покупки и продажи. То есть в рублях ЦБ может держать курс золота легко, одновременно опуская доллар и давя тем самым на подъем курса золота в долларах. А вот Западу для опускания курса золота необходимо начать либо прямые продажи золота на Мосбирже за рубли, либо осуществить прямые интервенции золотом на западном рынке. Но тогда объемы будут гораздо больше. Эти варианты маловероятны, поскольку вызовут финансовый шок, а скорее всего биржевую панику и массовое бегство от трежерис. Поэтому наиболее вероятный сценарий поведения ФРС – подъем ставок. Причем вынужденно выше и дольше, чем вначале предполагалось. Именно так, с точки зрения международной макроэкономики, можно объяснить действия ЦБ. При этом увеличение обязательной доли продажи экспортной выручки в этом контексте нужно пока придержать. Никто не начинает атаку с коронки или с главного козыря. А теперь подскажите мне, пожалуйста, как ведут себя инвестиции, когда растут ставки? Правильно, инвестиции в этой ситуации тяготеют к сокращению. А что такое изменить номенклатуру военной продукции и нарастить ее объемы? Правильно, это инвестиции, причем частные, поскольку весь сектор военного производства на Западе частный. А спустя 1,5 года после начала СВО нет ни существенной дополнительной продукции, ни даже признаков инвестиций в военный сектор. В какой-то степени это результат операций результат операций
ЦБ РФ с процентными ставками и операциями с золотом и долларом. И именно то, что ЦБ создал с 2014 года на Мосбирже открытый рынок золото-рубль, начало оказывать некоторое влияние наших курсов и ставок на международный рынок. До 2022 года этот козырь придерживался, но с началом СВО, подтвердившим значимость рубля военной силой, этот фактор постепенно начал набирать обороты. Напомню мой тезис о том, что курс и ликвидность любой валюты в конечном счете поддерживается грубой военной силой. А всякие агентства и обзоры – это реализация воли победителя. Ко всему прочему, я полагаю, что форма, в которой находятся наши якобы замороженные резервы, очень хорошо приспособлена для проведения зачетов в международных операциях с движением крупного капитала. А в зачетах, как доподлинно известно из 90-х, доходности ниже 100% не бывает. Поэтому плакальщикам по нашим резервам можно сильно не биться лбом об пол. Скорее всего, спрос на это не очень велик. Наиболее вероятно, что спрос есть на разработчиков международных зачетных схем. Например, по долгам Турции, Африки или Латинской Америки. В этой ситуации наши замороженные активы – это очень красивый и эффективный троянский конь, который копыта может дать так, что мало не покажется. Со следующего ролика мы с вами начнем смотреть товары, недвижимость, фондовые рынки и валюта. Смотреть на эти рынки мы будем в золоте, рублях, долларах и валютах тех рынков, где они торгуются. Ключевым отображением, конечно же, является золото. Во-первых, это позволяет все активы и валюты привести к одному знаменателю при сравнении их привлекательности. А во-вторых, как вы увидите, это позволит существенно упростить общую картину рынков и ее интерпретацию. Параллельно с рассмотрением рынков мы с вами будем корректировать прогноз тройки золото, доллар, рубль. Прогнозы будут появляться не хронологически, а тогда, когда этого требует рыночная ситуация. Напомню, что золото мы с вами рассматриваем как деньги, то есть как нейтральную денежную позицию, по крайней мере в инвестиционно-экономическом смысле. Я не утверждаю это как некую абстрактную академическую истину и не собираюсь вступать в бессмысленные теоретические споры о положениях Ямайской конференции или параграфов учебников, являющихся на самом деле рекламой продвижения доллара. О том, что считать золото деньгами просто-напросто выгоднее, мы с вами убедились на примере двух валют – доллара и рубля. На примере недвижимости мы с вами чуть-чуть коснулись и того, что когда речь идет об инвестициях, то в разы выгоднее считать деньгами не фиатной валюты, а золото. Далее мы с вами увидим, что точно так же ситуация выглядит и со всеми остальными активами. Более того, вы увидите, что когда мы смотрим на динамику активов в золоте, то увеличивается качество анализа, как технического, так и фундаментального. Золотой взгляд на рынке позволяет сразу и быстро отсеивать неперспективные активы и не разводить излишней суеты, приносящие ненужные расходы и риски. Это сильно увеличивает эффективность и качество инвестиционных решений, даже сейчас, когда рынки относительно спокойны. Подчеркиваю, все, что происходило на рынках последние 3-4 года, я оцениваю как пока еще относительное спокойствие. В ближайшие годы я ожидаю гораздо более масштабных чудес. Чудеса – это якобы неожиданные колебания. Для него даже специальное название придумали – «черный лебедь». Далее вы увидите, что чудесами они являются только для тех, кто смотрит на рынки в фиатных валютах. Для тех, кто смотрит на рынки в золоте, эти черные лебеди не существуют. На примере американской недвижимости мы с вами уже видели, что в золоте она развернулась за несколько лет до того, как на рынке начались проблемы. В дальнейшем вы увидите, что все то же самое и в нашей недвижимости, и на фондовых рынках, и в сырье. Если вам это интересно и вы не хотите пропустить новые ролики, то подписывайтесь на наш с вами канал. Напомню, что базовой площадкой для канала является Дзен, и ролики там выходят пораньше.
Ссылка на этот ролик в Дзене под этим видео в описании. Поскольку существует риск блокировки YouTube в России и риск блокировки канала из-за цензуры, рекомендую параллельно подписаться на наш с вами канал и на Дзене. Это несложно, можно просто перейти по ссылке на этот ролик под этим видео и нажать подписку. Пока это, как и доступ к каналу, бесплатно. На этом, друзья, разрешите откланяться и пожелать вам красивых и продуктивных идей. И до новых встреч, друзья, на нашем с вами канале.